Йоп, открылись и ждем. Оборот у нас около 10 тысяч долларов. Я торговалась. Круто, мы тут чувствуем деньги. Нет, Инстаграм я доверить ему не могу. Ненавижу налоги. Блин, в смысле 3 человека? Ну ты шальная. Но я никогда не думала, что я буду вести танцы. Путь вообще бизнеса начался у меня с организации быстрых свиданий. Привет! Мы сегодня в гостях у замечательной девушки Анны, которая, несмотря на свой юный возраст, открыла успешный бизнес в Варшаве. Анечка, расскажи, пожалуйста, как так получилось, несмотря на свой юный возраст, то, что ты только 6 лет живешь в Польше, ты уже создала такой бизнес. Как ты к этому пришла? Я отучилась в Польше, я здесь 6 лет, была во Вроцлаве 3 года. Путь вообще бизнеса начался у меня с организации быстрых свиданий. Кто был во Вроцлаве, кто посещал мероприятия, уже знает, о чем это. Вот. Но мы все-таки будем говорить о школе танца. Я переезжаю спустя 3 года учебы в Варшаву и начинаю здесь сама работать персональным тренером в спортзале. То есть у меня есть навыки и сертификат, естественно. Вот. И потом я начинаю еще вести танцы. На самом деле танцую я с детства, но я никогда не думала, что я буду вести танцы. То есть это было так, я обучалась бизнесу на одной из программ бизнесовых, и нас там делили по группам в десятки. И я всегда подтанцовываю, везде и всегда. И мне девочка в этой десятке была и говорит: Аня, тебе нужно преподавать танцы. Я говорю: какие танцы? Ты что? Я просто танцую, потому что я люблю танцевать. Она такая: нет, надо. Ну и я такая все-таки на меня где-то поддавила, я думаю, попробую. Вот. И уже 3-й год я веду сама занятия. Вот, я начинала с того, что я начала вести танцы сама. Ну и, естественно, я все равно продолжала хотеть свой бизнес, и вот именно с этого и началось. То есть я сначала вела сама, я наработала группу людей, и спустя где-то 1.5 года я уже начала брать себе тренеров в подрядчики и пробовать организовать это как бизнес. Цитата у меня. Именно ребята из команды «Цех» настояли, чтобы я начала проводить тренировки по танцам. Да. И да. Ты обучалась на бизнес-молодости, да, получается? Был да? филиал в Варшаве. Я работала ассистентом владельца этого филиала, точнее франшизы, да, если правильно сказать. Ну и пошла обучаться. Вот. И, ну и, собственно, эти ребята из команды и настояли, да, то есть вот говорят: да, давай попробуй. И я начала пробовать. То есть я начала давать объявления в группы, там, писать у себя в Инстаграме. Сначала, там, я помню, у меня записалось на тренировку 10 человек, а пришло 3. Ну, то есть сейчас я понимаю, что это конверсия, это окей. А тогда я такая, типа, блин, в смысле 3 человека? Все, я больше не буду вести танцы. А мне, помню, тогда мой знакомый говорит: да ты что, это круто, ко мне один раз никто не пришел. Он там тоже, вел какие-то занятия групповые. Я говорю: ну ладно. Ну, это было 3, потом стало 6, 8, 10. Ну, и таким образом я просто поднабрала себе группу. Но ты сразу арендовала какую-то студию, да, почасовую какую-то аренду? Да, я почасово себе просто снимала зал и работала сама на себя. То есть 3 года ты наращивала клиентуру? Меньше, нет. Меньше? Да, то есть 1.5 я наращивала, потому что я работала сама на себя. Вот. Потом я все так же начала почасово, да, снимать, но я уже упаковала нас как школу, то есть как Dance Family. Но это, собственно, уже был путь открытия школы. То есть сначала был путь меня как самозанятости, то есть работника сам на себя. Я работала персонально, вела индивы, вела танцы, и в целом мне было хорошо, потому что это тоже как... Мне на то время было лет там сколько, 20, 19, и я такая, типа, о, круто, мы тут чувствуем деньги, мы уже работаем, это было как бы прикольно. Вот, но я все равно понимала, что я не буду работать сама на себя долго и всегда, то есть все равно есть возраст, есть какие-то личные желания, то есть я хотела так, чтобы если я уезжаю в отпуск, мои деньги зарабатывались, а не так, что пока я работаю, я круто зарабатываю, а если я не работаю, то я ничего не зарабатываю. То есть такая история мне не подходила, и в марте... Я скажу, 2020 года, в пандемию, я решаю, что мне нужно открыть школу танцев. Я идею вынашивала дольше, чем действовала. То есть я просто работала со своими страхами какими-то. Естественно, это нормально, когда ты открываешь бизнес, какие-то страхи. Вот. И потом я просто увидела возможность, что я могу начать почасово пока арендовать залы, чтобы просто протестить свою гипотезу. Сработает у меня школа танцев или не сработает. Вот. И где-то с марта по октябрь мы работали
Вот так вот почасово снимали зал и, соответственно, как бы расширили себе тоже клиентуру. Почему вот я смотрю твои хэштеги первые, когда ты начала арендовать эти залы, Анна Dance Family это называла, это танцевальная семья. У меня такая ассоциация сразу, что это какое-то танцы там и для детей, и для подростков, и для взрослых, но у тебя именно для девушек. То есть ты как-то свою аудиторию клиентскую описывала для себя, да, видела, и почему Когда, вот именно да. такой резонанс? Когда я начинала, то есть у меня это пришло на Dance Family. То есть Dance Family почему? Здесь я не думала в то время, там, что это будут занятия для детей, я вела сама на себя, но то, что для меня важно на занятиях, это как бы боль многих девчонок, которые приходят, чтобы они чувствовали себя комфортно. И то есть название Dance Family говорит о том, что когда человек придет в группу, он будет чувствовать себя круто, то есть он будет чувствовать себя комфортно и классно. То есть у нас на тренировках притемненный свет, то есть где-то какие-то недостатки скрываются. У нас как бы тренера проходят там отбор в 3 этапа, там, да, даже в 4, наверное. То есть нам важно, чтобы человек, когда пришел, он не почувствовал, что его обидели, оскорбили, он ничего не умеет, а ему еще показали там то, что он не умеет. Нет, не эта история, а чтобы он почувствовал, что он придет, и ему действительно будет комфортно, его поддержат, то есть человек начинает свою историю с танцем, то есть свои навыки развивать, это реально страшно. Я на вокал так не могу пойти уже полгода, ну, то есть потому что я танцующий, я не поющий человек, и куча на самом деле страхов, то есть пойти на вокал. Ты будешь думать, что на тебя криво посмотрят, что тренер там с тебя поржет, ну, грубо говоря. И то же самое у девчонок, когда они идут на танцы, вот. И поэтому вот Dance Family, это было первое, что пришло мне в голову, оно всегда то, что первое, то оно от сердца идет. Какая форма собственности? То есть у тебя ИП или спулка? ЧП. То есть działalność особого. Да, да. Угу. И вот, например, в других странах, если ИП, то это ограниченное количество наемных работников, может быть, или там какие-то, как здесь? Слушай, ну здесь нет вроде бы этого ограничения, потому бухгалтер меня не информировала, вот. То есть у меня работает 8 до последнего, сейчас еще 3 новых тренера, то есть получается 11 новых тренеров, 2 администратора, ну и как бы нет ограничений каких-то таких сугубо. А получается, вот у тебя столько человек в подчинении, они у тебя какую-то почасовую зарплату? Или... Да, умова злицення, да, если там будете разбираться, то есть там есть умова о праці, умова о ділу и умова злицення. То есть для тренеров умова злицення это то, что должно быть, потому что она пришла, час отработала, за час и получила, да, зарплату. Вот, это такой самый комфортный вариант. Естественно, если у вас там работает, не знаю, руководитель, администратор, которого вы уже проверили, да, то вы можете ему уже давать умову о праці. Вот. Но как бы сразу умову о праці обычно не все дают, плюс, то есть там вы намного больше налогов платите, если человек уходит в отпуск или там на больничный, вы тоже это оплачиваете, естественно, поэтому умова злицення – это самый комфортный вариант. А если еще и студент человек, то это вообще прекрасный вариант. Потому что студентам вы как сотрудник, вы как работодатель не платите налоги, ну и человек как сотрудник, он тоже не платит налог. Но здесь Польша еще до какого-то возраста меньше До налог. 26 лет, да. Если ты берешь сотрудника до 26 лет, тебе выгоднее, получается, брать такого Если я беру студента до 26 лет, мне это очень выгодно, потому что ни он, ни я не платят налог. То есть и он получает больше, да, потому что он не отдает там часть какую-то на налоги. И для меня, естественно, этот сотрудник получается как бы бесплатно, грубо говоря. Если просто до 26 лет человек, то там чуть-чуть меньше, по-моему, налог. Но мне этим занимается бухгалтер, она мне просто потом дает свой отчет. Бухгалтер и Илья, мой молодой человек, потому что я ненавижу налоги. Ну, вот эту всю историю, она очень сложная для меня. Я как бы базово понимаю, хорошо, тут мы заплатили ЗУС, здесь мы заплатили налог на сотрудника, хорошо, понятно, давай я это все запишу себе в расходы, и все, мне хватит. То есть мне Илья очень помогает в этом. А вот когда ты решила открывать большую такую студию, ты помнишь, сколько ты вложила денег? Да, конечно. Но это было чуть-чуть больше, наверное, 10 тысяч долларов, то есть где-то 35-40 тысяч злотых. То есть это в эту студию вложили. То есть это мы здесь сделали ремонт. Да, то есть у нас было сырое помещение, там можете посмотреть у меня в Инстаграме, у меня прям есть закрепленное, как мы открывались. То есть это ремонт, мебель, зеркала, паркет, ну, то есть все эти вещи, реклама, то есть все, обязательно, кстати, рекламу нужно закладывать. У всех существует вопрос, сколько можно на этом зарабатывать в месяц? Я скажу так, зависит, во-первых, от того, насколько у вас делегированы процессы. Ну, то есть, к примеру, можно загоняться в бизнесе и работать самой и зарабатывать больше, а можно, если позволяет заработок, делегировать некоторые процессы, естественно, ты будешь зарабатывать чуть меньше. У меня так получается сейчас, если я не ошибусь именно в процентах, то есть я знаю свои цифры, то есть это где-то 30-40% получается маржа, вот. Работаем мы не целый рабочий день, у нас пока только вечернее время забито,
То есть оборот у нас около 10 тысяч долларов. Вот, в зависимости от сезона, это очень сезонный бизнес на самом деле. Это вот вопрос маркетинга как раз-таки. Ты сама занимаешься? Я понимаю, что ты проходила много курсов, но у тебя есть отдел маркетинга или кто-то? У меня есть таргетолог, которая, да, привлекает нам лидов. Пока мы работаем только в Инстаграме, сейчас еще будем подключать Google, ну, на сайт, да, рекламу. Пробуем, потому что все равно много клиентов потенциальных заходит и гуглит, а не только в Инстаграме. И у меня есть менеджер, девочка, которая их закрывает. То есть вот за это длительное время, 3 года, у тебя весь поток клиентов идет через Инстаграм. Твоя личная русскоязычная страница и есть страница именно студии, да? Получается, та страница на польском языке, студия танца. Да, то есть изначально, когда я открывалась, ну да, какое-то время я вела сама, меня все очень знали как тренера персонального, я именно в этот момент просто продвигалась, и многие меня знают именно вот как тренера, ну и как девочку, которая ведет танцы, да, и я понимала, когда открывала школу, что я не буду себе резать рынок, я не буду работать только на русскоязычных, то есть также на поляков, то есть и школу я базировалась, то есть открывала сразу как на обширную польскоязычную аудиторию, потому что я нахожусь в этой стране. А скажи по поводу налогов еще. Вот ты говоришь, есть разница. Да, в разных странах по-разному, разное налогообложение. Но у тебя вот ЧП, ИП, да, у тебя какой процент налогов? Сейчас мы платим, ну, есть ЗУС, то есть это то, что платится независимо, да. Это за каждого работника? Это за работника, но и за себя, то есть как за ЧП, то есть ты тоже платишь ЗУС, потом ты платишь налог на прибыль, но у нас сейчас это 19%, если я не ошибаюсь, я уже говорила, что этим Илья занимается, вот, и, то есть 19%, но если мы перейдем определенную ставку, то есть в этом году, то есть определенную сумму мы выручим, да, не заработаем даже, а выручим, если я не ошибаюсь, то это будет уже 32%, ну, то есть как бы 30%. Чем больше доход, тем да, больше процент. И плюс еще НДС, то есть на НДС у вас тоже есть запас, там несколько тысяч злотых, да, то есть вы можете работать без НДС, но когда вы этот порог переходите, то это еще либо 23%, либо 8%. То есть НДС можно себе потом отсчитывать, ну, к примеру, не знаю, я продала на 10 тысяч злотых, с них я должна там 23% заплатить НДС. Но я сняла локал за 8 тысяч злотых, да, допустим. Отнимаешь. И отнимаю, да, и там плюс-минус 0. Смотри, недавно я у тебя в Инстаграм видела, что ты начала консультировать по бизнесу. Как ты на это решилась? Слушай, я поняла, что у меня есть знания, которых не хватает предпринимателям, именно там, да, которые начинают, потому что вообще самая частая проблема, наверное, у предпринимателей, которым сложно идти дальше, это проблема в делегировании. То есть я сейчас просто веду свою группу мастер-майнд, это мой первый мастер-майнд, я так собрала девчонок, тоже он очень классно помогает двигаться вперед, да, то есть мне тоже классно в таком формате, я вот собрала девчонок с подобным доходом, с разными нишами, вот, и мы как бы, да, встречаемся там раз в недельку, это такая двухмесячная программа, и вот самая основная проблема, это проблема делегирования своих обязанностей. Человек такой, нет, Инстаграм я доверить ему не могу, и вообще, как бы, кто мне нужен, а как она там ему объяснит, и человек начинает загоняться сам, то есть, соответственно, какое масштабирование, о чем речь, когда ты такая сама, тут нужно ответить на звонок, тут нужно записать клиента, тут нужно купить продукты какие-то, да, там, в помещение, в бизнес, но это максимально сложно, то есть это, наверное, самая основная проблема. То есть я уже прошла определенный этап, да, то есть я понимаю, как делать продажи, я понимаю, как нанять себе там ассистента, как, в принципе, нанять других сотрудников, да, как делегировать, да, чтобы ты как бы могла такая не быть в бизнесе, а он работает, да, то есть, естественно, я еще не полностью вышла из бизнеса, и мне как бы этого пока и не нужно, и не хочется, вот, ну и бизнес еще немножко на руководителя не зарабатывает, да, то есть, потому что нужно нанимать руководителя, когда бизнес может, когда ты и твой бизнес можете себе это позволить, вот, поэтому я поняла, что я здесь эксперт, и я могу этим поделиться, вот, и тогда начала там предлагать свое консультирование, но потом я перешла в групповой формат, то есть мастер-майнды мне сейчас нравится, это первый, скорее всего, будет еще. Ну, эта ситуация кризиса, так она напоминает немножко ту ситуацию, которая была с пандемией. Как вы эту ситуацию пережили? Ну, смотри, мы прям в пандемию, у меня не было, знаешь, мне было проще, то есть, потому что если бы у меня уже был локал в пандемию, то, конечно, возможно, было бы сложнее, потому что, как бы, блин, хочешь, не хочешь, плати за аренду. Локал — это помещение, можно все понимать. Да, сори, да.
То есть, как хочешь, не хочешь, оплати за аренду, и как бы тут бы надо было что-то прям придумывать. У меня было чуть попроще, открылось чуть-чуть позже, то есть, когда уже эта вся история затихала, плюс я начала снимать почасово, вот, то есть, и как бы я понимала, что если сейчас опять закроют, хорошо, просто не буду снимать, ну и все. Ну, а еще так было, что танцевальная индустрия могла работать в пандемию, я не знаю как, но по закону мы могли спокойно работать, ну и мы работали. А потом я начала онлайн делать, то есть, я записала свой онлайн-курс здорового похудения, он до сих пор даже есть, то есть, тоже он у меня несколько потоков я отвела, то есть, я просто ушла в онлайн, даже несмотря на небольшую аудиторию, мне это помогало там, да, какие-то базовые деньги зарабатывать. Вот это помещение, в котором мы находимся, здесь есть ресепшн, раздевалка и вот зал этот большой, зал большой. Да. Сколько здесь квадратов? Зал у нас чуть-чуть меньше 100 метров квадратных, вот, а ресепшн и раздевалка занимают где-то 40 метров квадратных. Сколько вот такое помещение? Ну, у тебя самый центр, самый такой шик, да? Сколько аренда этого помещения в месяц? Я торговалась очень много и со всеми, когда открывалась, вот, но у нас так, первый месяц у нас будет чуть дешевле, потом чуть подороже. И в этом месяце, ну, первый год, да, то за первый год я плачу 8 тысяч злотых, вот, а дальше будет чуть дороже, но и, в принципе, во всех договорах еще указывают такую вещь, что когда растет инфляция, то есть вам там раз на какое-то время имеет право арендодатель поднять на уровень инфляции вашу аренду, то есть, ну, вот так. Я расскажу еще один лайфхак. Когда я хотела открывать школу, я понимала, что мне нужны деньги, а у меня не было своих. То есть у меня не было своих 10 тысяч долларов, например. И я написала просто посты, что там, блин, вы знаете все, что я танцую, я хочу школу, я хочу свое помещение, можете купить у нас абонементы и прийти в новую школу, можете просто мне скинуть денег, можете там приобрести мою консультацию. И люди реально помогали, люди покупали абонементы на год, там просто чтобы помочь. Круто, вообще, был один мужчина, который просто так мне скинул 2000 злотых, то есть за консультацию. Ну, то есть для меня это был шок, например. Он просто пишет, а мне откликнулось, говорит, я бы хотела вам немножко помочь. Я говорю, ну, хорошо. Он говорит, скиньте номер счета. Я говорю, возьмите. Ну, думаю, скинь там, не знаю, 200 злотых, там, ну, не знаю. А он скидывает 2000. Я такая, прикольно. Ну, и вот таким образом, как бы, я немножко насобирала денег, плюс, как бы, еще школа тогда работала тоже немножко. Ну, и взяла кредитную карту просто себе. И все, и мы в это открылись. Кредитная карта, здесь это распространенная история на бизнес, не да? знаю, мне нужны были деньги, и это, знаете, было... Я открываю Millennium, я сначала хотела получить там как-то официально кредит, но там было как-то сложно, то есть готовковый, то есть наличными, но там было что-то сложное, я такая, блин, надо что-то другое думать. И я открываю телефон, то есть у меня приложение Millennium, они такие, для вас доступна кредитная карта на 25 тысяч злотых, я такая, оформляем, и все. Ну ты шальная. Ну, это вообще, ну, то есть просто, когда что-то хочешь, оно как бы все тебе помогает. То есть если это твое истинное желание, и ты действительно это хочешь, и тебе действительно это надо, деньги есть, ну, деньги найдутся. Ну, вот это вот где-то год я только ходила, размышляла, решалась на это. И вот пока я решалась, ничего не работало. А когда я решила, то все просто. И локал, ну, и помещение, и деньги, и люди, и все просто подтягивалось максимально. Как здесь с конкуренцией? Обычно по району смотрится, да, если к тебе едут не из самых дальних районов, да? По-разному. Некоторые ездят с дальних районов. У нас были даже пару клиентов, которые из Гданска приезжали. Это вообще очень прикольно. Ну, это приятно, когда они такие заметили твою школу, из Гданска ездили к тебе там раз в неделю на занятия. Ну, типа, блин, ну это круто. Ну, я к тому, что надо смотреть, анализировать в районе, если ты принципе, открываешь школу танцев, да, то чтобы их не было в этом районе там 10 штук возле друг друга. Ну, конечно, прям вот так 10 штук нет, но если там какая-то одна школа будет, здесь... Я так скажу, здесь те направления, которые у нас, и именно наша специфика, не настолько распространенная, как, например, в Украине, вот, ну там или в России, потому что у нас более такие женственные, современные направления, а здесь чуть попроще. Здесь, например, вообще занятия по тверку было невозможно найти, ну, то есть как-то так туговато, даже когда я сама ходила, то есть я такая, блин, что-то мне ничего не нравится, там вообще нету его, там как бы тренер не очень, и вот было прям сложно. Вот, поэтому, ну, мы проанализировали всех конкурентов, то есть, когда открывались, мы звонили конкурентам, слушали, как они продают, что они предлагают, что они делают, плюс я сама посещала много школ, когда просто сюда переехала, когда еще даже не планировала открывать школу, но я просто ходила, занималась, это тоже мне помогло, то есть, я понимала. Польские, да, школы, они долго на рынке, их знают, и поэтому у них вот такой поток клиентов, но с точки зрения бизнеса, мне кажется, очень слабо. А по направлениям танцев, вот девчонки смотрят, кому к тебе приходить? Мы работаем, в принципе, с женской аудиторией. У нас были поначалу детки, да, мы пробовали, но потом я такая, зачем? Все, мы, короче, себе сузили нишу,
У нас только женская аудитория, женственные направления, то есть если сейчас в принципе хайп на женственность, и это нормально, это круто, то есть когда ты хочешь раскрепоститься, где-то там выровнять осанку, стать пластичнее, стать открытие, там, не знаю, чувствовать себя увереннее, ходить офигенно, ну вот к нам можно прийти, то есть у нас по сути направление на любой как бы вкус, да, то есть есть по раскрепощению, там, тверк и так далее, то есть есть там такое более женственное, те же хилсы, да, есть там стрип-пластика. Есть ladies dance, когда девочка не хочет там на каблуках, хилс — это танцы на каблуках. Когда девочка не хочет на каблуках, она может просто прийти на lady style и танцевать что-то такое более женственное, работая над своей пластикой. Ну, это реально круто, помогает, ты такая видишь, ну, даже я по своим девчонкам, да, которые здесь часто смотрю, приходят на первое занятие, какие-то шорты, какая-то длинная футболка, кроссовки, как бы такие еще стеснительные. Пару занятий проходят, они уже в топиках, они уже в шортиках, ну, то есть вообще такая трансформация происходит. Ну, это реально так, можете почитать отзывы там на Гугле у нас. Я думаю, сейчас самое время сказать нашим зрительницам, что у нас Анна приготовила подарок за... Не придумала за что. Не придумала за что. Давай вместе придумаем. Какой-то вопрос? За комментарий. Хочешь, задай вопрос. Хочешь, выберешь лучший комментарий под видео. Ну, давай выберу лучший комментарий. Или, может быть, какой-то интересный вопрос ко мне. Да? О, да, задавайте Анне вопросы. Задавайте вопросы, какой-то самый такой интересный вопрос, который я выберу, получите абонемент на 4 занятия к нам в школу, то есть те, кто с Варшавы. Хорошо, можешь ты дать топ-3 совета для начинающих бизнесменов, которые именно эмигранты, которые приехали в Польшу? Наверное, вот мой совет: не думайте, что здесь все прям так сложно, тут только с поляками можно работать. Когда я работала персональным тренером, когда я начинала вести группы, я вела только русскоязычных. Здесь есть очень много групп, чатов с русскоязычными. Вот не знаете язык, работайте с ними. То есть начинайте работать с этой аудиторией, нарабатывать себе. То есть даже в школе свой блог я веду на русском, и клиенты у меня приходят с моего аккаунта. Блог школы я веду на польском, да, то есть и клиенты приходят, соответственно, уже польскоязычные чаще всего. Вот, поэтому не бойтесь работать с русскоязычными, а если уже открывать бизнес, то это первое — анализировать конкурентов, кто что делает, что здесь есть и так далее. Второе — это считать цифры, учитывая налоги в Польше, да, то есть понимая, что они могут отличаться, то есть даже если у вас бизнес был в Украине, и у вас якобы там все работало в плюс, все классно, здесь немножко другая система налогообложения, как бы других оплат, да, то есть это все нужно учитывать и посчитать себе цифры. Не бояться закладывать, то есть не бояться пробовать, заложить деньги на маркетинг, чтобы не было так, что вы такие, оп, открылись и ждем. Ну, то есть, да, вот анализировать конкурентов, считать цифры, не бояться пробовать. То есть даже если вы только с русскоязычными начнете, потом выйдете на поляков, ок, это вообще нормальная история. Спасибо, Аня. Я желаю удачи тебе в твоем развитии, продвижении, чтобы твое дело росло и приумножалось. Я думаю, что у тебя, наверное, еще очень много планов масштабироваться, развиваться, чтобы все случилось, исполнилось. Спасибо Ты очень большое. целеустремленная, было очень интересно пообщаться. Я думаю, что нашим зрителям тоже будет очень интересно и полезно. Спасибо, да, надеюсь, было полезно. Если что, пишите. Всегда открыто.